Всем привет! Я наконец-то начал изучать такой мощный инструмент в Blender, как Grease Pencil. Сегодня я покажу мою самую первую работу в классической покадровой анимации. Это анимация логотипа. Сначала я хотел выбрать для урока какой-то известный логотип, но потом решил создать что-то уникальное и не имеющее аналога в мире. Для тех, кто как и я только начал изучать Grease Pencil, немного теории. Для начала работы мы создаем объект Grease Pencil. Это может быть пустой объект, штрих или 2D Сюзанна. Обычно используют первый вариант и рисуют то, что необходимо. Поначалу меня сильно сбивало с толку, что Grease Pencil очень похож на обычный объект. В Object Mode его передвижение и вращение можно также анимировать. В Edit Mode у него также есть точки, которые можно двигать. Но у него есть еще и Draw Mode, режим рисования. В нем уже начинаются странности. Нарисуем любой объект. Перейдем в другой кадр. Попробуем дорисовать какой-то элемент у объекта. Объект исчезает. Его положение показывается полупрозрачным контуром. Если проиграть анимацию, то эти изображения будут сменять друг друга в тех кадрах, где мы их рисовали. Поэтому неправильно представлять себе объект Grease Pencil как обычный 3D объект. Лучше его представлять как Flipbook. Все, наверное, видели или рисовали такие анимации в тетрадках. В Grease Pencil похожая техника. Каждый новый рисунок, который вы рисуете, это новая страница флипбука. Их последовательность и создает анимацию. Это цифровой аналог классической 2D анимации, которую рисовали на листах бумаги Disney и другие аниматоры. Новый кадр создается не только тогда, когда вы рисуете новое изображение, но и тогда, когда вы изменяете его в режиме скульпта или в Edit Mode. Это помогает не перерисовывать заново каждый раз картинку и экономит много времени. Давайте начнем создавать анимацию. Я нашел в интернете подходящую картинку, скачал ее и простым перетягиванием закинул в Blender. С версии 2.91 здесь есть возможность превратить картинку в Grease Pencil. Лучше для этого использовать черно-белое изображение с четкими краями. Удалим оригинал, перейдем в Edit Mode и отредактируем изображение. Здесь все действует как с обычным объектом. Клавиша X удалить выделенное, F соединить точки, G передвинуть точки. Поменяем цвет в редакторе материалов. Уберем заливку. Для настройки цвета я буду использовать готовую палету. Добавим объект круг. Уберем эту галочку в Object Data Properties, чтобы был виден натуральный цвет. С помощью инструмента ножницы можно удалить часть линии после пересечения с другой линией. В Edit Mode немного подвигаем точки, чтобы было покрасивее. Добавим новый материал и с помощью инструмента заливка закрасим объект. Логотип готов. У каждого объекта Grease Pencil можно добавить слои. Принцип такой же, как и во всех редакторах. Верхний слой перекрывает нижний. Эти слои можно анимировать отдельно друг от друга. Этот слой, основа логотипа, анимироваться не будет. Его можно пока заблокировать с этим замочком, чтобы случайно не изменить. Добавим новый слой. Уберем эту галочку. Создадим новый материал. Нарисуем каплю. Перейдем на 2 кадра вперед. Включим условие так называемую луковую шелуху. Это отображение предыдущих и последующих кадров в полупрозрачном виде. Это очень облегчает анимацию. Настройки ее вида находятся в Object Data Properties. Далее идем в Edit Mode, выделяем каплю и сдвигаем ее немного вниз. При всех выделенных точках слоя капля заходим в верхнее меню Grease Pencil. Выбираем Transform to Sphere. Двигаем мышь, чтобы придать капле немного более шарообразную форму, потому что именно эту форму капля принимает при свободном падении. Перейдем еще на 2 кадра, повторим операцию. Только теперь сдвигаем ее на немного большее расстояние, потому что любой предмет падает с ускорением. Увеличение пройденного пути в каждом кадре имитирует это ускорение. Повторим эту операцию еще 2 раза. Каждый раз увеличиваем расстояние.
Можно вернуться на предыдущие кадры и подкорректировать их. Перейдем на один кадр вперед. Теперь нам надо нарисовать, как капля растекается по груше. Нарисуем такое пятно. Чтобы его края не выходили за пределы контура груши, поставим пару галочек. При выделенном слое с каплей ставим галочку на маск. Жмем плюс и выбираем слой груша. Теперь слой груша служит маской для слоя капля. И каплю мы можем видеть только внутри контура груша. Но теперь на других кадрах не видно капли. Поэтому нам надо анимировать этот переключатель. Он отвечает за включение и выключение маски. Поставим ключ на последнем ключевом кадре. Перейдем на кадр назад, переключим эту иконку и поставим еще один ключ. Перейдем на 2 кадра вперед. Рисуем, как жидкость растекается по груше. Вначале она делает это быстрее, а в конце замедляется. Поэтому расстояние между границей жидкости в первых кадрах делаем больше, а в конце меньше. Если вам не нравится форма, которую нарисовали, то подправьте ее скульптом. Далее я хочу добавить такую деталь анимации, как брызги. Они появятся в тот момент, когда капля начала растекаться по груше. Создадим новый слой для них. Для того, чтобы нарисовать брызги, я воспользуюсь такой картинкой из интернета. Не обязательно в точности ее копировать. Главное нарисовать основные формы. У нас остался еще не залитый лист. Для него я сделаю не обычную каплю, а летящую по крутой траектории. Создадим отдельный слой для траектории. Создадим новый материал. Нарисуем траекторию с помощью инструмента Curve. Создадим еще один слой для второй капли. Нарисуем ее полет вдоль траектории. Художник я совсем плохой, поэтому на рисование у меня уходит столько времени и операций. Для этого слоя надо будет также применить маску и анимировать ее. Добавим также сюда всплеск после удара капли. Для него сделаем еще один новый слой. После того, как с рисованием покончено, удалим слой с траектории. Сделаем анимацию для камеры. Когда анимация готова, добавим еще один слой. Его мы полностью закрасим в цвет груши с помощью инструмента для рисования бокс. Поместим этот слой на самый низ. Анимация полностью готова. Думаю, первый опыт по кадровой анимации оказался удачным. Ну или в крайнем случае просто полезным. Свое мнение об этом вы можете высказать в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь, кидайте ссылки на свои работы в покадровой анимации, если они у вас есть. Всем хорошего дня, удачи!